Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре замечательный, средний, немецкий, да-да, вы смоете советский, нет, немецкий танк 9 левела Т-55А, тот самый танк, награда за ЛБЗ, за личные боевые задачи. Вот, полноценный какой-то обзор сегодня по этой машине. И начнем мы, конечно же, с бронирования Т-55А. Погнали. Итак, коллижная модель нашего акционного танчика. Ну и смотрим. НЛД у нас достаточно маленькая, можно сказать, да. А в приведенке 170, и, конечно, это даже не анти-СТ, потому что сюда нас и СТшки все спокойно пробивают. Чего ж там говорить про тяжелые танки. ВЛД внизу 160, вверху 169, 170, но только ромбование нас что по НЛД, что по ВЛД на этом танке может по сути спасти. А вот самое интересное начинается дальше. Башня, маска орудия 400. 260, 270 вверху, очень даже неплохо. У нас сферическая, естественно, башня. Самая ослабленная зона у нас вот здесь. И здесь у нас, извините, 266, 240, 280, 290. Ну и остальное все, естественно, не пробивается. Крышка 70. И она под таким вот, казалось бы, даже углом, да, но там всего лишь 30 миллиметров. Сюда он шьется. Благо, это достаточно тоненькая часть. Люк тоже картон, 130 миллиметров, приведенки 147. А зато борта у нас 80 миллиметров. У нас прямые борта, у нас нет надгусеничных полок. Танчик замечательно танкует от борта, хоть и СТшка. Подставляет подбашенный цилиндр, но он пробивается только вот в этой зоне. Здесь рикошет. Так что броня в башне, броня от борта, корпус слабоват. В целом достойно, как для СТ 9 левела. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть, что нам за пушечку тут предлагают. Ага. Пушечка наша. 100 миллиметровка у нас. 320 альфа. 221 пробитие на основном. 330 на голде, ребята. 330. Офигеть. Заряжается пушка 7,7 секунды. ДПМ 2500. Точность, ребята, вы посмотрите, какая точность. 0,33. Это на стоке. Время сведения супер комфортное, 2 секунды. И все это мы еще можем раскачать. Замечу, что этот танк у нас только пересадка экипажа без штрафа, больше боевого опыта экипажу. Серебро, эта машина не фармит, это акционный танк. По полевой модернизации. Нам, конечно, вот эта вещь тоже важна. Повышение жизнеспособности. Поскольку это, по сути, это, конечно, немецкий танк, это советский. И в лоб он слабоват. БК на нем выбивает очень часто. И вот этот момент, конечно же, нам поможет. И в принципе-то на месте он крутится хорошо. Поэтому, наверное, это и лучше и прокачать. У нас выбор либо точность улучшить, либо стрельбу с подвижности. В движении, точнее. Что же взять? Что же взять? Наверное, все-таки настройка рычагов подвески. Антибликовую маскировку фар. Здесь максимальной скорости вперед к обзору. Ну, у нас обзор, по сути, и так неплохой, поэтому на инжеклерах крупного сечения. И здесь я вам рекомендую поставить разведку, потому что на этом танке я часто в оборудовании, и вы, возможно, будете использовать просветленную оптику вторым оборудованием. Но сейчас я буду снимать обзоры, буду катать на нем с вентилятором. Но можно вместо вентилятора поставить просветленку. И тогда получится турбина, досел, просветленка, ну и либо вентиль, как у меня. По снарядам. Основной у нас бронебойный 1070 летит. Голда у нас кумулятивный снаряд 895. Но мы помним, какое бронепробитие. Просто супер. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот 4 члена экипажа, перки вы сейчас наблюдаете перед собой. В целом по плюсам, минусам машины. Основной минус, как по мне, этой машины, это отсутствие углов вертикальной наводки. У нас всего лишь минус 5. Совок переделанный немцами, но
углы вертикальной наводки они поправить не смогли. Заряжается при такой сборочке оборудования у нас уже пушка 6,4 секунды. Время сведения 1,85. Супер комфортная, точность 0,3. ДПМ вырос до 3000. Так что тут сплошные плюсы, если не брать в расчет, конечно же, отсутствие УВН. По ХП 1750, и это очень жирно, как для среднего танка. По мобильности 50 вперед, 55 вперед, 23 назад, почти 22 лошади на тонну. Прям супер подвижный, что вперед, что назад, что на месте крутится. Прям сплошные жирные плюсы. По незаметности, у меня перк незаметности у экипажа пока не вкачан вовсе. Я его раньше немножко по-другому качал. Ну ладно, прокачаю еще. По обзору у нас 419 метров. Конечно, мы не боги по обзору, к сожалению. Предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, а что может Т-55А в современных боях. Go! Так, господа, обзор боем Т-55А, немецкий средний танк 9 левела, танчик за ЛБЗ. Мало тяжей. Я думаю, поехать тяжей побить. Наверное, помочь нашим. Против восьмерочек нас бросило. Наверное, да. Поедем у Красавицкого. Тяжей поедем. Пожарим. Глюки. Хорошая подвижность, маневренный танк, невероятно. Две арты. Ждем жертву. Ух ты, лис что исполняет. Лучше бы я поехал бы леса пофармить. Глянь наглый, а. Чарху тут центр жарит. Жалит. Блин, быка выбил. Пес.
Интересно, как я в глаз успел включить. Жуть какая. Свободен. Я свободен. Так, 1400, да? Тут никого. Хорошо. Ису-152К. Замечательно выбил. БК мне выбили. Надо ехать дальше, стрелять. Нам стоять нельзя. Твой ТПС какой. Жуткий артовод. Вот, светили. Так, а тут Лёпик стоит, да. А там Кари стоит. Господи. Все, Кари повоевал. Лёпик. Чариатера надо слить. Хорошо, посветили, постреляли. Все, имба. Всем качать диарта. Она в углу. Давайте подсветим ее. Все, убили. Она в углу вообще была. О, так, 2359 мало настреляли. 1400 насветили. 3. Сколько у нас? 3700, 3800 сумма. Ровно, кстати. Почти 4К. Ну, сойдет. Нормальный такой среднестатистический бой для этого танка. По количеству суммарного урона. Так что, ребята, потейте за ЛБЗ. Средний танк Т-55А. Хороший. Добротный. Качать всем. О, мы еще и первые по урону. Нормально вообще. Да-да-да-да. Вот так вот. Да. Выбрались топ-1. Хорошо. Советский, да, но немецкий. Вот. Четверочку с небольшим плюсом он тянет. Больше я ему все равно не поставлю. Неплохая машина, но звезд с неба не хватает, как на мой взгляд. Все равно заслуженная награда. И, ребята, потейте. Вот, пишите комментарии, у кого уже есть Т-55А, что вы по оборудованию ставите на эту машину. Сейчас там, о, я просветленку. Да, я часто тоже на этом танке катаю с просветленкой. Но вот такая вот сборка, не знаю, как-то мне больше на 55А нравится, заходит. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.